Каждые сутки новые удары стихии. Наводнения, оползни, разрушительные ураганы. Природа словно мстит человечеству. Что произошло за последние 24 часа? Смотрите прямо сейчас. Вы на канале «Горизонт событий». Вечером 4 августа в районе Минато-Мирай, города Якогама, загорелась баржа, предназначенная для запуска фейерверков в рамках фестиваля. Пожар вспыхнул около 20 часов по местному времени и продолжался более часа, сопровождаясь неконтролируемыми взрывами фейерверков. Сообщается, что все 5 пиротехников, находившихся на борту, были эвакуированы, никто не пострадал. Точные обстоятельства возгорания пока расследуются полицией и пожарными службами Якогамы. Фестиваль был немедленно остановлен, а зрителей эвакуировали из зоны проведения шоу для обеспечения безопасности. Город Чжаоцин в провинции Гуандун оказался во власти мощного наводнения, вызванного экстремальными ливнями. За 5 часов в городе выпало около 213 мм осадков, что за короткое время превратило улицы в бурлящие реки. Целые районы города оказались затоплены. Сообщений о жертвах пока не поступало, но визуальные данные указывают на серьезное разрушение инфраструктуры. Потоками воды сорвано дорожное покрытие, повреждены фасады зданий, сотни автомобилей затоплены, некоторые были унесены бурными потоками. В некоторых районах возникли перебои с электроснабжением. В Чжаоцине местные власти и спасательные службы оперативно приступили к ликвидации последствий наводнения. Экстремальные осадки в Чжаоцине являются частью глобального тренда изменения климата, который усиливает частоту и интенсивность ливней и тайфунов. Провинция Гуандун, расположенная в субтропической зоне, регулярно сталкивается с наводнениями, но события 2025 года выделяются своей разрушительной силой. Легкомоторный самолет перевернулся при аварийной посадке на воду в районе пирса острова Аук в штате Северная Каролина. Инцидент произошел накануне вечером, когда на пляже были отдыхающие, которые сняли момент падения самолета в океан на видео. По счастливой случайности рядом оказалась группа спасателей, которые недавно прибыли на другой вызов. Они и спасли пилота, добравшись к нему на гидроцикле. Самолет, будучи перевернутым, остался на поверхности воды, позднее его отбуксировали. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследования инцидента. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными эти катастрофические события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, происходило ли что-то подобное в вашем регионе. В воскресенье город Санта-Марта, расположенный на Карибском побережье Колумбии, оказался во власти разрушительного наводнения, вызванного проливными дождями. За несколько часов в городе выпало около 155 мм осадков, что привело к затоплению улиц, домов и предприятий. Местные ручьи, стекающие с окрестных холмов Сьерра-Невада, вышли из берегов, усугубив ситуацию. Наводнение сопровождалось оползнями, которые перекрыли дороги и затруднили доступ спасательных служб к пострадавшим районам. По данным местных СМИ, подтоплены десятки районов, число пострадавших жителей превышает 2000 человек. Власти города объявили чрезвычайное положение. Спасательные службы продолжают эвакуацию населения из наиболее пострадавших зон. Национальное подразделение по управлению рисками стихийных бедствий начало доставку предметов первой необходимости. Власти призывают жителей избегать зон риска и следить за обновлениями прогнозов погоды. Мощный торнадо ударил вчера по вулканическому геологическому парку Улан-Хада, расположенному в уезде Хесиктен в городском округе Уланчаб в автономном районе Внутренняя Монголия. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре парка, а также серьезно повредила несколько автомобилей и вызвала панику среди посетителей.
Точные данные о силе торнадо пока не опубликованы, но характер нанесенного ущерба указывает на его значительную силу. Парк временно был закрыт для туристов. Местные власти проводят оценку повреждений объекта. Утром 3 августа самолет Airbus A321 авиакомпании Iberia, национального перевозчика Испании, был вынужден вернуться в аэропорт Мадрид-Барахас после столкновения с птицей вскоре после взлета в момент набора высоты. Инцидент произошел во время выполнения рейса по маршруту Мадрид-Париж. Экипаж оперативно принял решение о возвращении в аэропорт вылета. В результате столкновения поврежден обтекатель антенны, сама антенна и левый двигатель. После посадки самолет был направлен на технический осмотр для оценки ущерба и определения сроков ремонта. Сообщается, что это первый зарегистрированный случай подобного происшествия с новым дальнемагистральным лайнером A321, который поступил в эксплуатацию Iberia в конце 2024 года. В заливе Бернигат, у берегов штата Нью-Джерси, моторная лодка столкнулась с 6-метровым китом. Сообщается, что в момент столкновения один пассажир лодки вылетел за борт. С человеком все в порядке, сразу после падения за борт он подплыл обратно к лодке. Кит, который принадлежал к виду малый полосатик, долго бился в воде после столкновения, чуть не опрокинув лодку, но после уплыл. Позднее он был найден в этом же заливе, погибшим от множества полученных травм. Вулкан Ключевской, один из самых активных вулканов Камчатки, демонстрирует интенсивное извержение, начавшееся в последние дни. Извержение активизировалось в начале августа после произошедшего на Камчатке землетрясения магнитудой 8,8. Почти непрерывное фонтанирование лавы в главном кратере сопровождается выбросами раскаленных вулканических бомб и тефры на высоту до 500 метров над кромкой кратера, которая находится на высоте около 4750 метров над уровнем моря. Таким образом, общая высота выбросов достигает примерно 5250 метров. Местные жители и туристы сообщают о зрелищных вспышках и громких звуках, сопровождающих извержение. Колонна пепла, поднявшаяся до 8 километров над уровнем моря, распространяется на десятки километров, преимущественно в восточном и юго-восточном направлениях. Сообщается, что со спутников шлейф пепла прослеживается на расстоянии до 100 километров от вулкана. Жителям рекомендовано избегать зон в радиусе 5-10 километров от вулкана из-за риска схода пирокластических потоков и лохаров, вызванных таянием снега и льда на склонах. Вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности. Авиакомпаниям, выполняющим рейсы над Камчаткой, рекомендовано корректировать маршруты, чтобы избежать шлейфа пепла. Катастрофическая ситуация развивается в небольшом городе Пуэрто-Кабруто, в штате Гуарико, в Венесуэле. Река Ориноко, одна из крупнейших в Южной Америке, вышла из берегов после нескольких недель интенсивных дождей. К 4 августа наводнение в Кабруте достигло критического уровня, вода затопила практически весь город. Улицы превратились в реки, дома подтоплены, жители пытаются спасти имущество и эвакуироваться. В городе уже несколько дней отсутствует электричество и практически нет связи. Ситуация осложняется высоким уровнем воды и сильным течением в некоторых районах города, из-за чего они стали недоступны для спасательных служб. Наводнение, вызванное продолжительными ливнями, угрожает стереть Кабруту с карты Венесуэлы. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение. Столица России очередной раз оказалась во власти мощного циклона, принесшего ливневые дожди. Циклон, пришедший с юга страны, где он уже вызвал экстремальные осадки в объеме до 2-месячных норм за сутки, добрался до Москвы в ночь на 4 августа. По данным метеостанций, к утру в южных районах Подмосковья выпало около четверти августовской нормы осадков.
Днем ливни усилились, сопровождаясь грозами в южных и восточных районах Московской области, а также в центральных частях региона. По данным базовой метеостанции ВДНХ, в Москве за сутки выпало 28 мм осадков. В Подмосковье лидером по количеству осадков стал аэропорт Шереметьево, где метеорологи отметили 38 мм, почти половину месячной нормы. Также интенсивные осадки наблюдались в Серпухове, Солнечногорске и Долгопрудном. Ливни привели к локальным подтоплениям в столичном регионе. В Жуковском затопило несколько дорог, в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцово жители сообщили о небольшом море из-за скопления воды. Зафиксировано частичное затопление Московской кольцевой автомобильной дороги, что привело к пробкам. Московские коммунальные службы весь день работали в усиленном режиме, очищая ливневые стоки. Несмотря на подтопление, серьезных разрушений или жертв не зафиксировано. Небольшой рыбацкий городок Каомижа на острове Вис, расположенном в Адриатическом море, в Хорватии, пострадал из-за сильного шторма, который начался вечером 3 августа и продолжался до раннего утра 4. Сильные осадки и порывы ветра, достигавшие 60-80 км в час, вызвали подтопление в низинных районах Каомижи, особенно вблизи гавани и пляжей, таких как Гусарица и Новопошта. Метеостанции зафиксировали более 50 мм осадков за несколько часов. Гавань Каомижи, обычно защищенная от северных и восточных ветров, оказалась уязвимой перед южным ветром, который вызвал сильное волнение в порту. Рыбацкие лодки и яхты в порту получили повреждения, некоторые рестораны и кафе на набережной временно приостановили работу из-за затоплений. О пострадавших или жертвах информации нет. Коммунальные службы начали очистку улиц от мусора и воды. Небольшой городок Гринфилд в округе Гофф в штате Канзас оказался во власти мощного градового шторма. По данным Национальной метеорологической службы США, наиболее крупный град зафиксирован в 1 миле к западу от Гринфилда. Отдельные градины достигали 7 сантиметров, шторм сопровождался сильными ливнями и грозами. Основной ущерб пришелся на автомобили, припаркованные на магистрали и в городе. Пострадали также сельскохозяйственные угодья, серьезный ущерб нанесен полям кукурузы и пшеницы. В ночь с 3 на 4 августа штат Утар-Прадеш, один из самых густонаселенных регионов Индии, оказался во власти разрушительного наводнения. За одну ночь вода затопила более 15 тысяч домов, особенно в районе Прайградж, где уровень воды в реках Ганг и Ямуна достиг критической отметки. В Прайградже затоплено 150 жилых районов, более 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. В Варанаси, другом крупном городе штата, река Варуна также вышла из берегов, затопив жилые зоны вокруг Накки-Кхат. В Читракут наводнение затронуло районы, прилегающие к рекам Ямуна и Мандакини. Поступают сообщения, что вода продолжает подниматься, угрожая садам, полям и домам, а также повышая риск проникновения змей и скорпионов в жилые помещения. Наводнение оставило значительную часть Утар-Прадеша без электричества и питьевой воды. Серьезно пострадала транспортная инфраструктура, размыты дороги, мосты находятся под угрозой обрушения. Сельскохозяйственные угодья, включая посевы риса и пшеницы, затоплены. Животные и люди ищут убежище на возвышенностях. Спасательные команды проводят эвакуацию населения из наиболее пострадавших районов. Власти отмечают, что наводнение вызвано не только местными ливнями, но и стоком воды из соседнего штата Мадхья-Прадеш, где также прошли сильные дожди. Точное число жертв и пострадавших пока не сообщается, но масштабы бедствия указывают на серьезный гуманитарный кризис. Мир продолжает меняться каждый день, и мы будем держать вас в курсе. Спасибо, что были с нами. Поддержите выпуск подпиской, и увидимся уже завтра.